Ни одно животное не заслуживает того, чтобы его всю жизнь держали на цепи. Есть много видео о жестоком обращении с животными, и каждое из них заставляет всех злиться и грустить. Такие животные, как лев, тигр и слон чаще, чем домашние, являются жертвами такого отношения. Ведь их забирают в цирке и сажают на цепи просто для развлечения людей. В этом видео рассказывается история пумы, которая всю свою жизнь была прикована цепью, но в конце концов была спасена. Наблюдать за тем, как животные выполняют трюки, забавно, но почти каждый может согласиться с тем, что цирки сейчас широко критикуют. В конце концов, цирковые животные часто подвергаются жестокому обращению, и они страдают от множества проблем со здоровьем. Некоторые страны, такие как Перу, запретили использование диких зверей в любых цирковых представлениях. Но не все в этой стране играют по правилам. Один маленький цирк в Перу избегал пристального внимания властей и игнорировал закон ради собственной выгоды и прибыли, и его животные поплатились за это. Пума Муфаса, например, была прикована цепью к кузову грязного грузовика и вынуждена была выступать в течение многих лет. Но затем прибыла группа незнакомцев, и зверь ухватился за этот шанс. Если бы мир всегда был справедливым, Муфаса провел бы всю свою жизнь в окружении деревьев и бродил бы по дикой местности за ежедневными обедами. Вместо этого бедная дикая кошка жила полной страданий жизнью. О том, как британка выращивает дома таких кошек, можно узнать в этом посте. Похищенный из дикой природы детенышем Муфаса провел 20 лет прикованным цепью к кузову пикапа. Его единственным спутником было старое проржавевшее цирковое оборудование. Его использовали в качестве зрелища, перевозя из одной отдаленной деревни в другую, чтобы на него глазели в рамках шоу. Даже после того, как в Перу запретили использование животных в цирках, в 2011 году его похитители не остановились. Поскольку цирк продолжал оставаться в тени в течение многих лет, было мало надежды на то, что Муфаса когда-нибудь сможет размять ноги или свободно передвигаться. Так было до одного дня в апреле 2015 года. Международная организация защитников животных получила наводку о цирке, незаконно действующем на севере Перу. Защитники животных объединились с сотрудниками полиции для проведения внезапного рейда. Как оказалось, на карту было поставлено нечто большее, чем спасение Муфасы. На самом деле власти считали, что пума была самым последним диким животным, страдающим от цирковой жизни. Поэтому этот рейд был в некотором смысле символическим. Естественно, команда защитников животных, возглавляемая президентом организации Яном Кремером, встретила враждебное сопротивление со стороны работников цирка. За этим последовало напряженное 8-часовое противостояние. В конце концов команда победила. Опираясь на закон, спасатели смогли добраться до Муфасы. Но могли ли они спасти жизнь бедной кошки? Им было удивительно видеть, как кошка впервые выпрыгнула из пикапа. Ян сказал, тяжелые сбруи и цепи были обернуты вокруг его тела, и когда мы их сняли, он впервые потянулся. Какой бы свободной пума ни была, она все еще имела множество проблем со здоровьем. Теперь, когда Муфаса освободился от цепей, его спасатели решили оказать ему медицинскую помощь. В сумерках они забрали кота, удобно устроившегося в своей новой клетке в кузове грузовика. Они планировали отвезти его в спасательный центр. Даже в клетке Муфаса наслаждался роскошью, которую он и представить себе не мог, соломенной подстилкой для лежания. Он, не теряя времени, вытянул лапы и исследовал каждый дюйм просторной клетки, пока его везли к ветеринару. Муфаса хорошо отреагировал на лечение. Благодаря реабилитации, здоровому питанию и большой любви аппетит Муфасы увеличился, и он немного прибавил в весе. Его шерсть даже восстановила свой утраченный блеск. После того, как ветеринары завершили лечение, команда защитников животных подготовила Муфасу к следующему этапу его путешествия. В течение 3 дней они перевозили его на грузовике и лодке в экологический заповедник на берегу реки Амазонки. Наконец-то животное было готово переехать в более просторное убежище. Когда раздвижная дверь открылась, Муфаса спокойно вышел в новую просторную среду обитания, где ему предстояло провести остаток своей жизни. Ему нужно было наверстать упущенное за 20 лет, и у него наконец-то нашлись время и место для этого. К сожалению, эти 20 лет нанесли ущерб пуме. Несмотря на то, что она получила медицинскую помощь, почечная недостаточность и старость вскоре настигли ее. Всего через 7 месяцев после своего спасения Муфаса скончался. Вскоре после этого Международная организация защитников животных опубликовала сообщение «Нам так жаль,
что он не проводил больше времени в лесной среде обитания, но настоящая трагедия была бы, если бы он вообще никогда не испытал этой свободы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.